Привет всем хорошим людям, добро пожаловать к нам в движуху. Канал Custom Truck, не забывайте подписаться и обязательно поставить лайк. Впереди вас ждет очень много интересного, если окунетесь в движуху нашего гаража. Ну что ж, едем на работу. Сегодняшнюю нашу серию я начинаю снимать с конца этой серии. Ну, так вышло, забыл снять вступление, потому что появляется время, занимаемся движухой. Ухватил камеру, побежал что-то снимать. Поэтому как-то вот в таком формате снимаем. Что хочу вам сказать. Огромная всем благодарность за поддержку. Спасибо от души. Благодаря вам мы можем творить контент. Только благодаря вам. Так что не забывайте подписаться. Если у вас YouTube работает плохо, просто зайдите, посмотрите чуть-чуть и можете выключать. Ссылки на все остальные наши соцсети вы найдете в описании под этим видео. И не забывайте про телеграм-канал, там тоже очень много всего интересного. Все, едем в гараж. Сегодня в этой серии мы сейчас окунемся немножко в постройку автодома. А во второй половине мы займемся наведением порядка, подготовкой рамы к нашему эвакуатору. Также к нам едет железо, движухи очень-очень много. Все, присаживайтесь поудобнее, чаек, печенюшки, начинаем движуху. Проекты проектами, но нужно обслуживать и наши машины. Стоп, не перематывать, это не реклама. Пришлось мне разобрать здесь патруля нашего, в общем... Занырнул я четко, не работала панель приборов. В принципе, нашел причину, сейчас вам покажу. Но разобрать, вот, чтобы снять панель приборов, пришлось руль, все поснимать. Вот такая обстановка. Сейчас покажу, куда я там залез. Вот так глубоко я залез, чтобы вы понимали. Это стрелки, это одна часть приборки, там лежит вторая. Одним словом, у нас веселуха. Ну, что произошло? Выгорела дорожка на подсветку, вот, плюс. Но я все прозвонил, сгорела она именно вот здесь, остальное все целое. То есть сейчас припаяем вот так проводок, и по идее должно работать. Но нету лампочек. Сейчас попросил Галю, она съездит в магазин, вот такую лампочку надо купить, 2 штуки, чтобы сюда вставить. И возможно будет успех. Поделюсь с вами обязательно. Ой, вы запотели. В общем, сейчас буду впаивать сюда проводок. Вот такой у меня есть паяльник специальный. Вот, так что будем сейчас пробовать. Ну вот, взял такой проводок. Залудил уже все. И осталось только припаять. Поворачиваем. Бляха. Стрелки уже паяю. Все. Ну типа припаял. Здесь вот не очень надежно. Не знаю, как тут быть. Возможно, надо перепаять к такой, к плотной. Иначе оно от вибрации может отвалиться со временем. Да, наверное, здесь перепаяю. Но эта работа выполняется профессионалом, который много лет работал на заводе в Китае по производству микросхем. Поэтому сильно на него не ругайтесь. Но разве это не профессионально? Тихоньку собираю уже панельку. Все хорошо, вставил 2 лампочки, правда китайские, но буду надеяться, что будут работать. Сейчас будем все собирать до кучи. Собрал панель, попытался установить, и отгорел наш провод. Представляете, это где-то замыкание, но где, я не могу понять. И почему? Может, где-то вот здесь что-то замыкает. В общем, у нас проблема, и как ее решить, пока что я не знаю. Ладно, сейчас буду думать. Есть хорошая новость. Пока что панель работает. Но мне понадобилось 3 раза, чтобы ее собрать, разобрать. В чем была причина? Моя ошибка была. После того, как я спаял дорожку, так, я вставил лампочку. И вставил лампочку, которая имеет усики и сверху, и снизу. Ну вот, обратите внимание, если увидите. И внизу усик, и вверху контакт. То есть и внизу есть, и вверху.
Вот, два контактика. Это недопустимо, потому что оно делает царапку и пробивает на массу на противоположной стороне панели. И вот поэтому было замыкание. Сейчас я вынул родные лампочки, вставил на место подсветки родные, а вот эти не родные поставил уже на поворотники. И вроде как бы сейчас все работает и буду собирать. Так что, наверное, мой сегодняшний полдень прошел не зря. Ну что, я это сделал, друзья. 7 вечера, наверное, не совсем вам видно, но подсветка работает. Собрал приборку, был все... Стрелки стояли мимо, но сейчас вот вроде бы все нормально. Поэтому посмотрим, как будет вести себя дальше эта панель. Но самое главное, что у нас работает подсветка. Значит, все это время в патруле все работает. Я доволен вчерашней ночной работой. Чувствую себя нормально, но очень сильно замерз. Очень замерз вчера. Ну и можете поздравить. Проделана большая работа по заплатке нашей трещины в Кунге. По всей длине все четко, все прошел, все заделал герметиком. То есть все. Здесь вот шов, не обращайте внимания, здесь внутри все промазано с запасом. Закладные болты наши тоже замазал на всякий случай. Они не потекут, но тем не менее. Вся заплатка готова. Жесткость сразу появилась как и с этой стороны, так и с этой. Вот прям моментально так все жестко стало. И такое чувство, что я строю не автодом, а самолет какой-то. Все заклепками этими клепал. Два нюанса, которые меня чуть-чуть волнуют. Это то, что вот стружка вся попадала сюда. И как это все работает. То есть начинаешь сверлить, стружка и остается там внутри. Поэтому закладывал достаточно большой слой герметика, он повылазил, чтобы, ну, обезопаситься. Вот. И еще нюанс, остаются отверстия якобы вот от заклепок от этих. Там, конечно, внутри сидит чопик, знаете, который отрывается. Но, тем не менее, вот будет оно протекать, не будет, ну, надеюсь, не будет. Вот, так что большая работа сделана. Изнутри я все еще сейчас забью пеной монтажной, пройду по периметру. Где-то прорежу, чтобы было отверстие, чтобы у меня все было четко. Вот, и эта часть, которая здесь внутри, она забьется пеной. Вот, то есть, ну, такой вариант, мне кажется, все будет четко. Если честно, вот я так, поначалу я переживал, но сейчас вот я вижу, что будет нормально. Жесткость вполне достаточная. И я специально поднимал домкратом даже без этой штуки, без шинки. И все очень классно работало. Так, еще хотел с вами поделиться лайфхаком. Используйте вот такой вот шприц для герметика. Прям вот, ну, как говорится, приказываю вам. Потому что намучился я с этими обычными. Покупаешь вот такую колбасу, она стоит 25 рублей, шприц стоит 35, то есть ты даже экономишь, можно сказать, потому что вот в этой колбасе гораздо больше. Ну, она длинная такая, у меня, к сожалению, ее нету вам показать, но она сжимается вот до такого состояния, представьте, весь герметик выходит, потом взяли, четко вот так вот все закрутили этой штукой, скотчем для... малярным и забыли. 2 недели и 3 недели он не засохнет. Поэтому настоятельно рекомендую не использовать вот эти вот шприцы корявые, которые, блин, я 2 штуки купил, 2 сломалось, в итоге просто выкинутые деньги. Они перекашиваются, не работают как надо, вот они лежат, видите, полный хлам. То есть, ну, вообще просто... ужас. Вот здесь все это гнется, вот ручка, и не работает как надо. Поэтому купили один раз, пользуйтесь, вот прям приказываю, все. И не будете мучиться с герметиком. На себе это испытано. Сейчас я займусь еще там пеной, хочу открыть люк, тот вот работает он вообще или не работает, посмотреть, есть ли у меня ключи. Ну, одним словом, чуть-чуть здесь позанимаюсь, еще покопошусь вот этой вот внутрянкой. Здесь тоже переход, ну, что-то, наверное, заварю. Здесь вот загермечусь, чтобы тоже уже все это было готово. Вот такой план. Так что продолжаем работать по нашему автодому, а вы не переключайтесь. И огромное спасибо, что ставите лайки. И не забывайте про наш телеграм-канал, в котором тоже много всего интересного.
сейчас убираю следы неправильного открывания этого ящика. Потому что есть маленький секрет, друзья. Если вы вдруг не сталкивались, то имейте в виду, чтобы открыть этот ящик, нужно вставить ручку и обязательно вдавить ее туда. Вдавить, вот она прям чувствуется, как она вдавливается, только тогда поворачивать. Зрители телеграм-канала нашего уже это знают. Я для них специально это выкладывал. И очень важная штука, потому что если не вдавите ручку, вы просто сломаете. И вот кто-то пытался здесь уже. Сейчас подправим. Так. Открываем. Кстати, у нас здесь есть очень интересная штука. Вот. Такая, смотрите. Кто знает, что это? Ну-ка, пишите в комментариях. Ну, немножко я здесь поерзал взад-вперед. Но вот посмотрите в целом на машину. И я вам хочу сказать, что свес здесь абсолютно небольшой. Абсолютно. Вот если всю машину смотреть, особенно когда мы сзади сделаем, все будет вообще бомба. Вот такой аппарат. Не знаю, как он поведет себя как шасси для нашего автодома, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Навожу порядок здесь в Кунге, все убираю, выношу эту всю мелочевку, сейчас все это в гараж, все спалим, это все дрова. Вот, надо еще открутить вот эти два ящика тоже, но сам Кунг красавец. Ну, какой он огромный у нас, вообще крутяк. Здесь будет кровать, и вот этот технический отсек. Нравится, все. Сейчас уберу все, наведу порядочек, будет просто красота. Так, друзья, автодом автодомом, но нужно заниматься и делами. Вот приехал Юра с рейса, возник нюанс. Не поднимаются подушки. Не знали, что делать. Оказывается, вот здесь на раме стоит перепускной клапан, который запитывает подушки. Идет с ресивера воздух на этот клапан. Он срабатывает от 6 атмосфер и выше и идет на подушки. Наш что-то заклинил вообще. Мы его разобрали. И оказалось, что в нем, ну там клапан просто уже от возраста устал. Можно так сказать. У нас на Вольве все стоят еще оригинальные клапана, все оригинальное стоит. Вот, но сейчас мы начинаем уже тюнинговать, да, Юра? Китайским барахлом. Это превращается в китайский автомобиль. Да, Ситрак. Вот, в общем, вот такой клапан Купили на очень хорошей фирме его. Да, аналог. И, как выяснилось, вот под алюминиевой пластинкой мы сначала не могли разобраться, что за фигня. Подключаем, не работает, то есть, ну, не подает воздух, через него не идет. Потом разобрались, что есть регулировочная вот здесь вот специальная гаечка такая, ну, под шестигранник, болтик, видимо. Вот, и он регулирует давление срабатывания. Вот мы чуть его уменьшили, и теперь все стало работать. До этого уже думали, что, ну, труба. Вот, уже думали мудрить что-то другое, думали, что клапан китайский там плохой. Ну, а наш оригинальный вот тоже перебрали, но в нем, к сожалению, пришла в негодность вот такая резинка, вот она. Ну, она просто уже от времени устала и, к сожалению. Так что вот такие дела. Ну, сейчас все соберем, надеемся, будет работать, проверим. Так, все собрали и начало работать. А так уже была паника, что делать, это не то, то не то. Но клапан установили, и теперь подушки срабатывают, все отлично работает. Это хорошая новость, да? Да. Осталось найти, где антифриз потек. Это теоретически.
теоретически, да. Непонятно, как с давлением, но будем следить. Во всяком случае, мы знаем, если что, где-то что-то подрегулирует. Никакой проблемы. Все, так что Volvo иногда бывает, вот мелочевка такая выскакивает. Вот где-то сейчас плывет антифриз, тоже нужно посмотреть. Ну, там обычно где-то то шланги какие-нибудь бывают, что-то такое. Ну, а так, вся грязная, Юра ленится ее мыть. Вот, так что такие дела. Так что кто-то мыл рядом все машины, но на Вольву даже не повернулся. Да, потому что я не хотел, чтобы ты тут грязь. Потом лазил в грязи. Ладно, ты уедешь, я ее помою. Хорошо. Пока Юра там копошится с Вольвой, сейчас захомутит все. Я покажу вам, что еще здесь делаем сейчас. Раскрутили все желоба. Даня нам помогает. Даня, поприветствуй наших зрителей. Дане огромное спасибо, что помогает нам. Оба! Раскрутили все стенки. Значит, здесь буду вот сейчас отрезать эту стенку. И у нас будет вот такой формы отсек для сауны. Мини-отсек для сауны. То есть будет идти вот здесь, потом поворачивать с дверью и вот здесь заворачивать. Здесь будет маленький шкафчик у входа и маленькая сауна такая с душем. То есть можно будет принимать сауну типа баньки и одновременно можно будет погреть воду и принять душ, чтобы всегда была возможность помыться. Вот такая конструкция. Ну а что будет дальше, пока непонятно, но очень интересно. Даня, осторожно, сверлю. Нету ничего на пути? Нет, если прямо идти, то нет. Вверх? Да. Ну все, лови. Дань, там нету ничего? Нет. Что-то он засомневался, блин. Советское это дерево. Осторожно. Да тут много еще крутить, еще надо выкрутить. А где там еще? Внизу. А батарея есть тут для Макиты? Ну вот, не знаю, что. А, у тебя. Ты там открутил или нет? Да, последний. Надо нагнуть угол вниз. Хорошо крутиться. Штука крутая, но очень опасная. Так. Ну вот, уже чуть-чуть у нас обновочка. Класс, нравится. Внутри перегородка, тоже сэндвич-панель. Плотный пенопласт и фанера. С перемычками. Я-то думаю, что здесь туго шло. Вот они просто перемычки здесь вот есть. Так, ну, сейчас нам нужно вынуть дверь. Ее якобы вот потом установить сюда. И туда стенку замутить. Так, давай ее закроем. Наверное. Эту дверь. Это будет усилить конструкцию. Только не хлопай. О, зафиксируй ее. Обратно сейчас. И снизу. Так, только не спеши, вот здесь где-то что-то еще. Держи. Еще бери ее. Аккуратненько. И вот сюда ее ставь. Да, вот сюда.
Залито там или нет? Не, вот так вот. Ага. Так, подняли кабину, но, к сожалению, утечки антифриза не нашли. Ветрено, наверное, пойдет снег. Сейчас тоже меняем осушитель. Купили вот такой вот осушитель. Даник в футбол с ним играет. Да, Даник в футбол с ним играет. Вот такой крутой, короче, купили. Knorr Bremse, оригинал. Влага и масло отделитель У сразу. нашей машины все крутое. Да, точно такой же. Да. Ну, Только цвет, по-моему, другой. ну это, видишь, зеленый. Это можно ехать, Грета... Нет, а тот нельзя. Это Грета Тунберг одобряет. Так, ну, в общем, не нашли мы, где плывет антифриз, но почему-то весело нам. Ну, ладно, посмотрим. Он не сильно ушел. Сколько ты долил, Юр? Где-то литр 2? Да. Ну, может, где-то печка потекла, блин. Ну, в общем, будем смотреть. Потихоньку обслуживаем, установим этот фильтрик и будем опускать кабину. Вот такая здоровая громадина, а мотор просто огромнейший, огромный. Ух, моща. Ну, давайте покажу, что у нас вышло. Сюда мы перенесли вот эту перегородку. Здесь тоже будет шкаф. Вот такой здесь полностью будет закрываться. Скорее всего, что здесь у нас будут установлены аккумуляторы автодома, электроснабжение какое-то, ну и пульт управления нашим автодомом. Скорее всего, как было у нас в Урале. Там у нас есть заводская вытяжка для нашей мини-сауны. Возможно, мы там просто сделаем такой квадратик, чтобы у нас вытягивался воздух туда из сауны нашей на улицу. Ну а здесь внутри, как вы можете видеть, вот такое образовалось небольшое пространство. Вот где этот ящик, я планирую устанавливать печку. Она будет топиться с улицы. Этот ящик, он будет служить таким своеобразным теплоотводом. Вот, будет труба. На трубе будет какой-то тоже теплообменник, либо бак просто с горячей водой, посмотрим. Ту вытяжку, скорее всего, придется убрать, заделать. Ну, а здесь будет мини-полог и в этой части душ. Вот. Ну, такой план. То есть, можно будет париться, будет теплая вода и заодно принимать душик. Вот. Ну, такие вот планы. Внешне сразу же кунг стал больше. Смотришь на него, совсем другое дело уже. По-другому это все выглядит. Вот, что еще заметил, что то ли у нас кунг стоит криво, то ли лебедка криво. Но потом начал думать и вспомнил, что скорее всего, что завод установил лебедку чуть-чуть под углом, чтобы трос подавался на переднюю левую часть нашей машины. И, соответственно, лебедка чуть-чуть под углом стоит. Ну, вот такое решение. Вряд ли наш кунг кривой, либо это вроде бы правильно вырезано. Вот, так что такие вот дела. Места стало сразу гораздо больше. Я уже здесь начал наносить какую-то минимальную разметку. Вот отметил 1,4 метра. Здесь у нас как раз будет отделяться наша кровать. Вот, с этим окном. Здесь два окна будут использоваться для кухонной зоны. Ну а с этой стороны как раз будет одно окно у нас над кроватью, а второе окно, скорее всего, будет отдельный туалетик. Вот, здесь после туалетика будет у нас кровать, стол, диван такой, который будет раскладываться, чтобы еще одно было спальное место. Там два спальных места и сюда для Кирилла, если вдруг что. Вот, так что, ну, такая планировка примерная. Это все еще будем, ну, переутверждать, возможно. Не знаю, как-то с туалетом еще не знаем, стоит ли делать отдельный. Хотя это очень нужная вещь в автодоме, это уже доказано. Да, хорошо ходить на природу где-то, но когда вечером или еще что-то, когда темно, уже страшновато. Вот, поэтому, ну, лучше, чтобы он был. Какой-то биотуалет, возможно, скорее всего будет. То есть, ну, я думаю, это более правильно. Ну, это уже все, друзья, в следующих сериях. Продолжим. Ну, а вам огромное спасибо, что следите за нами. Спасибо, что переходите по ссылкам наших спонсоров, поддерживаете нас. Ну, огромное всем вам спасибо от души. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого наилучшего. Все, всем пока.